Итак, ребятки, я вас всех приветствую. Сегодня, как и обещала вчера, на своем втором канале хочу посмотреть, как прошли ваши ритуалы. Те, кто уже присоединился к нашему замечательному ролику, прошу отписаться по поводу качества звука. Всем доброй ночи. Девочки, как у вас и мальчики после вчерашнего расклада на основном канале? Прям зашел, да? Кстати, ребят, по последним новостям из пространства, очень актуально для многих будет такой момент, как то, что наши недоброжелатели активно за нами подсматривают. Да, я так понимаю, вот Татьяна о вчерашнем раскладе, да, действительно супер. Я же говорю, захочешь, такое не получится. Итак, сегодня будем смотреть, как прошли ваши ритуалы на новолуние. Сейчас я определюсь, сколько вариантов у нас сегодня будет. А вы уже потом разберетесь, кому что будет нравиться. Так, да, действительно, с вот этими наблюдениями, извините меня, крысячими, ты либо уже скажи, что тебе надо, да, либо что ты смотришь, займись своей жизнью. Было бы больше толку. Ребят, я прошу прощения, у меня здесь маленький момент с ароматическими палочками, что вчера, что сегодня тупо выпадают за пределы того места, где должны находиться. Так, сейчас я посмотрю, сколько ж вариантов нам делать. Первый, второй, третий, четвертый, сейчас, секунду. Пятый, шестой, 6 вариантов. Кого-то из вас могу поздравить с новыми договорами. Для кого это актуально, это было предопределено заранее. Но еще такой момент насчет кармы присутствует. То есть наблюдайте, в чем вообще смысл договора, с кем и для чего. Итак, 6 вариантов. Определяйтесь, кому что нравится. И сейчас из этих 6 вариантов будет один вариант
типа как предупреждение, не предупреждение. Это не то, как прошли ваши ритуалы, а именно и не предостережение. Но вот он будет не таким, как все. Это они вас решили, Марина, мнением окружающих задавить, да? Откуда вы знаете? Может, вам действительно конец, только вашей прошлой жизни. Вы возьмете и смените страну проживания. Просто так случайно. Подальше от таких соседей. Были бы адекватные соседи, они бы этот бред не слушали. Так. Буду я сегодня использовать еще... Нет, слушайте. Замена. Хочу другое таро сейчас, секунду. Нежданчиком. Трансформации идут Я немножечко помолчу, ребят, потому что мне нужно настроиться. Сегодня будет что-то из ряда вон выходящее. Что, не знаю еще. Так, еще хотела вам напомнить, что на моем основном канале еще актуально до 10 числа насчет комментариев и акции. 212, по-моему, сюжет. Кому актуально, можете оставлять комментарии. 10 числа я разыграю, кому достанется этот личный расклад. Слушайте, ну король мечей закрыт десяткой мечей. Вдолбили какого-то мужика хорошо. Я думаю, что это будет для многих актуально, потому что где-то за последние... Сейчас у нас что, 21 год, да? Сентябрь. Ой, ребят, ну если глобально, то уже лет несколько, да? Но вот с 20-го года, даже с 19-го, я вам хочу сказать, что вот эти вот всякие ребятки, типа бывших и несостоявшихся, бегают по всяким магуям. Поэтому эта ситуация будет актуальна для многих. То есть мало того, что само по себе кусок дерьма, для кого бывшие, с бывшими этот вопрос, опять же, повторюсь, актуален, оно еще тянет за собой шлейф говна через этих практиков, в кавычках, и всяких баб, которых там понасобирает, шляясь, как собака дикая, да? Знаете, меня всегда поражало, когда едешь по трассе между двух городов, допустим, там несколько десятков километров, и бежит собака. Я всегда задавалась вопросом, куда ты бежишь, что тебя там не сиделось, что не хватает. Но она бежит, понимаете, вот так есть категория людей, лишь бы бежать. Цель даже не знают собственную, но бегут.
Так, кто вас ставил на какой-то выбор? Смотрите, тут еще намек интересный, ребята. Во-первых, кто ставил вас на какой-то выбор, этот человек пребывает сейчас в болезненном состоянии физическом. И этот же человек вам... Короче, если знаете, что кто-то приболел, об этом жаловался, пытался вызвать ваше сострадание, вот этот человек тоже один из ваших недоброжелателей. А если же вы кого-то пожалели и так и не раскусили какую-то крысу в своем окружении, вот тогда могли и вы приболеть. Так, я думаю, вы уже определились, да, с вариантами. Вот этот я убираю, я сказала сразу, он будет не такой, как все остальные. Я его пока отложу в сторону, потом буду смотреть в самом конце. Ну и будем идти по очереди. Итак, как прошли ваши ритуалы? Свои желания начали исполнять? Началось общение у вас с людьми, либо с вашим родом? Ого! Первый вариант. Здесь вы вышли уже на интересных товарищей в сотрудничестве. Ну, давайте я вам так скажу. Абсолют, Вселенная, Всевышний. Кто-то к этому приближенный. Может, кто-то с ангелами сотрудничает. Хорошо ваши ритуалы прошли, вам помогли. Если кто в сотрудничестве с кем-то работает, я могу вас поздравить, потому что у вас достойные друзья, коллеги, и ваша магия вместе, два рода соединяются. Ну, то есть по кодексу, по чести, по совести каждый работаете. Сколько бы вас там не было человек, работаете слаженно, как единый механизм. Ваши ритуалы прошли отлично. С темными, светлыми работали. Здесь победа над пятеркой кубков. То есть над таким внутренним состоянием, когда вас заставляли магическим образом переключить свое внимание на свои потери и не замечать то, что вам дано и что у вас еще осталось. По первому варианту соединение инь-янь вообще хорошо. Что вашим недоброжелателям? Обнуление, защиты слетели с ваших врагов. Духи, помощники, фамильяры. Еще сейчас уточню кое-что. Здесь, во-первых, вы почистились, и вам помогли. Здесь я же сказала, ангелы, архангелы и какие-то высокие энергии идут. Вы почистились от какого-то проклятия. И пока вы это проклятие несли, как свой урок, вас очень поддерживали предки, духи вашего рода. Здесь вас хотели жертвой сделать. Да, здесь реально показывают практика, который проклятие это накидывал. Ну, сами понимаете, под проклятием разнообразные программы могут выходить. Смысл в
том, что этот человек принял решение сделать вас жертвой. А для чего ему это надо было? Чтобы вы впали в зависимость. И чтобы он получил? Этот человек именно практик, я повторюсь, человек этот хочет быть выше вас по духовности, по знаниям. Короче, вот такой вот персонаж, поэтому и делал. Здесь, знаете, у меня такое ощущение, что практика, допустим, пришли к практику, вас заказали, работа выполнена, договор с заказчиком расторгнут, а у этого практика, знаете, как, ох, нифига себе, я подзатыльники понахватал, не понял. Ну, знаете, гордыня взыграла, короче. Как это так, меня, великого волшебника, здесь отодвинули. Вот как-то в таком роде первый вариант у вас прошли ваши ритуалы. Так, второй вариант, смотрим. Как прошли ваши ритуалы? Так, ребятушки, вы здесь кармический какой-то оборот захлопнули. Причем, знаете, что я вам хочу сказать? Могли начать в полнолуние, закончили в новолуние. Либо началось что-то в полнолуние, не обязательно в это, которое было. Это полнолуние любого года, несколько лет назад. Здесь пытались вашу мудрость перекрывать. Вас вытаскивали из вашей зоны комфорта. Это кармические уроки ваши были. Вы в чем-то где-то засиделись, либо что-то неверное, какое-то решение приняли, пошли последствия, и вы, круг дали, короче говоря, сделали выводы и закрыли урок. Кого-то или что-то изгнали из своего пространства. И знаете, что я вам хочу сказать, ребята? Здесь вопрос с возрастом 31-32 года и 3 года. Вот такие цифры идут. Смотрите, у кого что как проиграется. Здесь что-то вы закрыли. Эх, королева мечей ушла. Ушла или из семьи, или из иллюзии семьи. Ну, реально здесь выход из какой-то зоны комфорта. Знаете, такое впечатление, что вам с помощью магии создавалась иллюзия, что у вас жизнь в 9 кубков, что у вас все хорошо, у вас идеальная семья, идеальный дом, все вот отлично, но вы при этом королева мечей, то есть, вы при любом раскладе просто докопались до сути и ушли от этой программы, от этой ситуации. Первая же карта падения врагов. Здесь недоброжелатели ваши пали. Они предавали вас. И знаете, в чем момент? Там человек... Так, я сейчас уточню этот момент, но здесь человек, который очень зависит от мнения окружающих, это во-первых. Во-вторых, здесь человек вам очень завидовал, ваш враг. На вас смотрел и коперы, стяги ваших повадок, привычек, манеры речи, стиль общения.
То, как вы одеваетесь, ваши шутки. Разочаровалась какая-то старушка, либо старец. Здесь человек хотел власть вашу забрать. Он считает, что вы, да, с помощью колдовства это все травили. Причем, знаете, а какая власть, по мнению вашего недоброжелателя? А по факту? Вот это да. Значит так, здесь какая-то пидоросня, я по-другому не назову эту шушеру. Значит, это вообще, блядь, я не знаю даже с чего начать. Короче, смотрите, у вас есть, да, давайте так назову, это тут карта власти просто выпала, определенный дар, с помощью которого вы получаете известия от духов, от предков, да неважно от каких сил, энергии и тому подобное, получаете, во-первых, новости о своих врагах, здесь ведающие люди смотрят меня, то есть те, которые в потоке. Вы тут же выписываете недоброжелателям приговоры. Вам, ну, понимаете, вам пространство дает информацию и приносит новости. Вам не нужно там, я не знаю, кому-то звонить, что-то уточнять. Вы просто знаете это по скрипту, ну, то есть по факту. Это быдло решило, что вы слишком надменные. То есть, а знаете, когда люди так думают? А когда им это не дано, но им хочется. А почему не дано? А потому что дебил, потому что скотство другим людям через колдовство делал. И тут понимаете, почему я так выражаюсь? Потому что я всегда говорю, что любой человек может открыть в себе дар, потенциал, стать магом, эзотериком, называйте это как угодно. Если ты этого не делаешь, значит ты живешь гедонизмом, вот и все, ты ничтожество. Тебе удобно жить так, какого хера ты тогда завидуешь, что кто-то может выходить на высшие сферы? Вперед, меняй свой стиль жизни, блядь, и тогда тоже там окажешься. Но нет, это ж надо пахать ради этого, понимаете? Здесь какая-то такая гниль, понимаете, вот этот ваш недоброжелатель, да, он получил. Причем мог притворяться вашим другом. Здесь реально предательство вас. Фу, блядь. То есть, понимаете, ни хера не хочу делать, но хочу, чтобы у меня было. Или буду воровать у других, когда начинаю получать отхваты от Вселенной. Я тогда считаю, что кто-то себя слишком надменно ведет, кому-то больше дано. Ой, короче, надеюсь, вы поняли. А вообще лучше отпишитесь мне, пожалуйста, в чате, о ком здесь по второму варианту, кто выбрал. Потому что аж интересно. Так, третий вариант. Как прошли ваши ритуалы? Слушайте, а здесь кто-то очень долго начитывал на то, чтобы вы боялись этот ритуал сделать, совершить, провести, чтобы вы прям стояли на выборе постоянно и никак его не делали. Здесь вы прям страхи преодолевали свои. Ух ты! Здесь какая-то ситуация из прошлого пытается оттянуть ваше время, ваш ресурс на себя, а вы должны возвышать свои вибрации, брать знания от рода. Куда-то ездить, получать эти знания, эту сакральность. Здесь вот так вот. Но я так предполагаю, что вы это уже совершили. Так, смотрим дальше. Третий вариант. Девочки, слушайте, как прошли ваши ритуалы. Короче, здесь была зацепка на вашу сердечную чакру. Здесь типа егильета делано было. Причем зацепка на сердечную чакру. А сейчас я уточню кое-какой момент. А к чему подцеплялись? Значит так, пытались ваши мысли кинуть в сторону какого-то кубкового короля, чтобы что с вас брать? Через ментал работали.
Ментально вам это навязывали все на вашу голову. Хотели перекрыть ваш дар, интуицию. Хотели вас якобы победить за счет своей, ну, типа, я больше знаю, типа, я больше ведаю, я более прокачанный. Здесь подселы и всякая ерунда счистились. Так что хотели вы? Глупейшее предложение. И здесь на вашу работу было сделано. Крадники. На то, чтобы к вам люди не шли, не обращались. Ребята, здесь, короче, так. Егильет через сердечную чакру, но там хитро деланный какой-то пирожочек. Вот такими макарами подцеплял вас, возможно, на воспоминания о ком-то, либо еще какую-то хрень именно менталом вам в мысли закидывал, чтобы туз пентаклей вас сдернуть. Здесь человека очень бесит, что к вам люди идут за помощью, за поддержкой, либо у вас работа, если вы не практик, у вас работа, где вы хорошо зарабатываете. Вы работа, которая вам нравится, и с помощью этой работы вы помогаете другим людям. Вот кого-то здесь реально прям запаивает это. А что тебе так впаяло вообще, интересно? В чем именно у тебя? Тут вас заказывал конь педальный. Вопросы, причем этот конь педальный сам под магией хотел, чтобы вы стояли на выборе. То есть не шли в свое, да, предназначение. Короче, тот, кто заказывал, это человек из вашего прошлого, а тот, кто исполнял, здесь товарищ, привыкший получать от определенных сил подарки. Но у человека здесь, который делал работу, тоже с кукушкой не все в порядке. Слишком много иллюзий. Вот так вот, здесь вот практически все, эту я выкинула колоду, ну и фиг с ним. Здесь эта ситуация снялась, ребята, с вас. Финансовый прорыв должен быть. Вот это вот канал с вас снят. Причем делано было через подселенцев. Так. Дорог судьбы ожидайте. И вы здесь, кстати, под защитами. И какое-то время вот эта подключка, ну, на вас находилась. То есть это не недавняя. Не недавно канал был подключен, а какое-то время, возможно, 10 месяцев. Для кого-то что-то вот там важное будет. Хорошо, все прошло, дары судьбы ожидайте будут. Ваши и для вас теперь, а не кому-то. Так, третий вариант. Как ваш ритуал прошел? Отлично прошел ритуал. И здесь предки духи вашего рода вам помогали. Вы здесь как будто полюбили себя таким, какими вы есть. И ритуал прошел на очень хороших вибрациях, именно этот. Тут по справедливости, по правосудию, ваша энергия, ваша сила с вами.
Здесь повышение вибраций, новая жизнь. И если не вы станете наставником и являетесь им на данный момент, то здесь определенная энергия из рода к вам вышла. Вот здесь реально очень лаконичный вариант. Здесь вот прям энергия шикарная. Свою энергию и силу забрали себе обратно. Кто-то, видимо, там по вашему здоровью лупил или еще почему-то. Кстати, здесь могли делать крадники на красоту. Может и такое проходить. Третий вариант, ничего не хочу больше добавлять. У вас здесь такая энергетика обалденная от вашего ритуала, что не хочется лишний раз даже просматривать, лезть туда. Пусть она такой пока и останется. То есть там очень яркий свет от него идет. Так, пятый вариант. Опа, здравствуйте. Здесь именно мертвые помогали вам в ритуале, дали вам ключи и полную уверенность. У меня такая фраза идет: за вами, за тобой смотрели свыше в этот момент. Не знаю, почему так. Либо вы, может, на природе что-то под небом делали, под открытым. Тут мороки еще какие-то на вас пытались накидывать, но это все так откинуто вами. Но здесь наблюдали, вот реально какие-то боги за вами смотрели. И плюс еще мир мертвых был с вами. Что-то на этот Самайн у вас завершится. Ой, ребятки, здесь у кого были вопросы денежного толка, все, они уходят. У вас новые договора, новые сделки и какое-то новое начинание у вас идет. Очень хорошо для вас будет этим делом заняться. Оберег получили. Так, сейчас буду уточнять этот момент. Здесь вас пытались узником чего-то сделать. Кто-то, что-то, да. Либо узником кого-то, либо узником какой бы то ни было ситуации. И били по вашим чувствам. И это срезало ваш фин-канал. Это все ушло. Знаете что, ребятушки? Здесь вам помогло создание испогоста. И еще и оберег вам дали. И еще и защиту дали. Ух ты, ёлкин ты дрын. Ребят, ну, скажем так, интересные энергии. Кто делал амулеты, талисманы, кто проставлял защиты, на ура. С чем я вас и поздравляю. Так, это был пятый. Нет, шестой, да, всего 6. Вот. А теперь тот вариант, который пятый, который не такой, как все. Сейчас будем смотреть, что здесь у нас. И здесь исцеление. Кто руникой пользовался и огнем при этом, отлично. Но здесь соединение нескольких стихий, 3. Воздух, огонь, земля.
Здесь ваша победа. Вопрос с цифрой 20. Смотрите, для кого-то она проиграется очень важной. Не знаю, номер квартиры там или еще что-то. Не обязательно это дни, там месяцы или год. Хотя может и 20-й год. Здесь вы исцелились, пока неплохо. Страхи на вас напускали. Хотели, что вам боль причинить через окружение ваше же. Но вы получили ответ оттуда, откуда не ожидали. И вам пришла радость. Но я вам хочу сказать, что здесь... Здесь вы как кого-то увидели, либо встретили. Точнее, давайте я так скажу, не кого-то, что-то. Это что-то, оно из мира мертвых, из мира темных даже. Опа-на. Я же сказала, не будет не такой вариант. Смерть, страшный суд, колесо фортуны. Ребята, я не знаю, кого вы там увидели, кто к вам вышел, но я вас офигенски поздравляю. Фортуна закрутилась в вашу сторону. Предки духи рода помогли, да. Но и мир мертвых и темных там был. Вот у меня сейчас болит район 6-й чакры. Ну, не болит, а так, знаете, намекает. И здесь, значит, хотели, чтобы вы разочаровались в том деле, которое выбрали для себя как основное по жизни. Если... Но здесь изучение, понимаете, здесь именно как... Да неважно по сути, магии это касается, либо нет. Это правое дело, понимаете? Вот прям вот эта фраза идет, правое дело. Кто защиты либо делал, либо чистил своих детей, почистили. Но я вам хочу сказать, ребята, что некоторые... Вот понимаете, к вам вышло что-то, и вы как... У вас глазки подоткрылись, у вас пошел, допустим, поток. И у вас пелена иллюзий все равно некоторых слетела. Вы как увидели, как все есть на самом деле. И это ваше учение, понимаете, вы какие-то инсайты от Вселенной получили, мне хочется сказать. Но это не умаляет того факта, что вы прям узнали о каких-то подлянках в вашу сторону от других людей, в сторону ваших детей. И это все раскрылось. Здесь... клевета, сплетни, всякая фигня, этот человек заболел. И вы знаете, такое впечатление, что вам дали эту информацию. Заболел человек, который вам вредил, но вы не ожидали, что это будет он. Вот здесь пошло отомщение за вас. За всю ту клевету, которую человек делал. И вот ваши иллюзии по поводу этого человека и рухнули. Для кого актуально насчет энергии, здесь за любые сплетни о вас, именно сплетни, понимаете, не знал, потом еще придумал, додумал там или и так далее, за это сразу же по голове стучат людям. Не факт, что они это понимают, но тем не менее, высшие силы пытаются как могут до них это донести, по сути. Здесь вам будут откровения через сны, через астрал, хотя не обязательно, что через сны, через ваше видение,
о том, что кто-то будет просить у вас прощения. Прощение. Хотят вашего сострадания для того, чтобы вы исцелили этого человека. Не смейте жалеть. Будет рассказывать, что отрекся от плохих деяний, хотя здесь, знаете, чем будет движим? Жадностью. Здесь привороты на вас были деланы из-за жадности. И не обязательно, что это мужчина делал, это могла и женщина на вас приворот ставить, на ваш ресурс, на вашу энергию, здоровье, красоту, удачу, фортуну, на ваши знания. Этого человека закрывают через сломление воли, плюс еще прессинг от христианского эгрегора, разочарование за то, что не получились черномагические работы, которые человек, кстати, заказывал. И здесь человек натравливал на вас еще какие бы то ни было инстанции, кроме других людей, прямо вот инстанции натравливал. В треугольники вас садил. Хотел, чтобы или хотела, чтобы вы находились в треугольниках, то есть пользоваться вашим ресурсом, подавлять вашу волю. Вечно какие-то искушения со скрытым умыслом, лицемерие. Этот человек с помощью того стиля жизни, который он для себя выбрал, подписал сам себе приговор на определенный путь. Что за путь? За то, что выпрашивал у определенных сил, ему перекрывают связь с его родом, род от него отрекается. Все. Тут из-за человека рассказали, но и по энергиям здесь просто на ура и отлично у вас. Необычный вариантец, да. Понимаете, тут не только за ритуал сказанная информация, тут по пятому варианту кое-что другое важно услышать было многим. Вот так вот, ребята, как прошли ритуалы на новолуние. Я думаю, всем все понравилось. Оставляю вам даже вот так вот. Смотрите, карта расплаты и удача. Оставляю вот так вот карты эти в таком положении. Всем осознанным душам добра этого мира, удачи и благосклонности Всевышнего и Вселенной на все наши дальнейшие дела. Всем доброй ночи, ребятки. До встреч следующих. Пока-пока.